Здорово! Предположим, ты решил улучшить свой навык или, в принципе, научиться играть в эту новую, замечательную игру на таком персонаже, как Анджи. Можно, конечно, потратить пару сотен часов на изучение всех тонкостей, а можно... Первый рукописный гайд на Анджи шуточка 1. Итак, я построю свой гайд в виде пирамиды. В основании базовые, простые к пониманию и довольно известные факты. И чем дальше, тем более узконаправленными они будут. И чтобы не забивать голову совсем новым игрокам, первый раз мы затронем только нулевой слой. А вот слой -1, да, обманул. Начать стоит не с самой пирамиды потребностей молодого или не очень молодого Анджи Мейна, а с того, на чем мы ее нарисуем. Листок, так сказать. А это у нас русский Гилтигер Дискорд, чтобы найти противника или поспрашивать чего-нибудь у знающих ребят. Дискорд Гатлинга, тут проходят турниры, некоторые из них для новичков. Дискорд Анджи плееров, если, конечно, тянете общение на английском. Fighting Game Community словарь, тут поможет переводчик. И самое главное, Dust с фреймдатой. Нас интересуют в основном цифры, понятные без переводчика, но факты, которые там есть, тоже пошерстить прикольно. Заходим везде, ссылки в описании. Оставляем приколы на закладках и вперед покорять игру. Слой 0. Хоть Анджи и кажется персонажем исключительной контр-игры, но... Да, является таковым только отчасти. Основной же целью персонажа является цитирование песни Pull the Pin от Комби Крайста. А именно... И после этого... Ну, чтобы так делать, надо знать не очень сложную базу, понимать свою фреймдату и потихоньку запоминать вражескую. Рассказывать, что делают кнопки, я вам не буду. На деле буду. Этим тыкайте и кройте территорию, чтобы не подходили. Этим перебивайте влеты, этим пользуйтесь для пропуска нейтрала, если противник позволяет. А этим вымешиваетесь из его прессинга. А теперь по приколам кнопок. Force Slash и 2S. Кнопки имеют очень схожие функции, но Force Slash имеет более длинный рейндж, за что платится длинным рекавери. 2S же бьет вниз и просто чуть короче. 5P. Топовый анти-эйр. Но тут все просто. Кнопка быстрая, хлесткая, с хорошими коробками, и если отточить мастерство, то комбо с нее будут лучше, чем с 6P. 2D. Великий low profile. Не секрет, что многие чары имеют прожектайлы или просто высокие атаки. Под ними можно проскользнуть и подловить самоуверенного противника. Осторожно, у 2D рекавери, как у форцуша. Рассказываю, как комбить через 2 хэви. Если видишь сидящего противника или сделал контрхит через КС, то можешь смело жать 2 хэви. Ну или противник уже в комбе. В любом другом случае 2 хэви не законнектится. А теперь по спешалам. Запоминай фреймдату. Для начала свою. Перед рин дырка минимум 3 фрейма. Это который оверхед желтенький такой. И оставит тебя вплотную. И аж -9 на блоке. А это похороны. Рекомендую жать РЦ. Перед Нагихой лоу синенький такой. Дырки нету, но можно сделать руками. Оставлять тебя -7, но довольно далеко. Не так страшно, но если нажать ПРЦ, будет смачный байт на нетерпеливого противника. Перед шин, веерок броска, гвозди, ну ты понял. Есть огроменная дырка. Но он оставит тебя +7. Отличный момент для ресета и база для хай-левел микса. Ты не хочешь жать прыжок в блок-стринге. Но если ты уверен, что противник не зареактит, или ты заготовил мексик через ПРЦ, то пожалуйста. Как бы там ни было, тебе не обязательно жать фуллап после фуджина. Шок, правда? Сам же фуджин становится лучше с чарджем. Меньше дырка перед рином, сильнее запускает противника в воздухе и тебя в меньшем минусе оставляет. А вместе с чарджем улучшается еще и коу. Он запускает противника выше. Ну а крутилка — это просто крутилка, просто дольше крутишься. Кстати, про нее. Попавший по тебе противник считается промахнувшимся и иногда может нажать ПРЦ.
Нажми золотой бурст или спарируй, чтобы ему неповадно было. Если же он не нажмет ПРЦ, то преимущество равно остатку активов попавшей атаки, ее рекавери, и все это минус 10. Это чтобы уже нам неповадно было. Однако крутитесь через проджектайлы и воздушные мувы только если вы знаете, что делаете. Бабочка – наш основной способ выиграть игру и закошмарить противника. А для этого кладем его на лопатки через 2D или бросок и пускаем бабочку. В следующий раз расскажу подробнее, а пока запомните базовый дэш 2К2D Фуджин Нагиха и небезопасный микс через Карарин Нагиха прыжок. Овердрайвы. Вы можете отменить Фуджин в супере. Конкретно сейчас я говорю, что вы можете сделать веерный супер вместо фоллоуап. Перри. Оно активно с первого фрейма, длится полсекунды и заканчивается микрорекавери. Прикольно, что это единственное из 3 перри, которое не развернет вас, не втянет противника высоко над вами, и, как в случае с проджектайлом, активирует двойной удар. Не бойтесь, Дайски побеспокоился о вас. Второй удар бьет назад. На этом пока достаточно. В следующий раз я расскажу, как и где комбить, а пока домашнее задание: 20 перри в одну и в другую сторону, по 2 подхода. Жду тебя в клубе крутящихся горилл, дружок.